Коллеги, всем доброго времени суток, с вами Атлан. Сегодня поговорим про цену биткоина. Когда у нас затянули вот этот пульс, так его можно назвать, да? Здесь на графике с Атлантом была вымерена такая структура в виде алмаза. И на пике, здесь можно наблюдать в этом моменте, да, Атлант дал сигнал лонг, после чего цена поднялась чуть выше и больше сюда уже не спускалась. Также мы торговались выше психологически сильного уровня отметки 26800, выше которого лонг приоритет, ниже шорт приоритет. Плюс на графике был отмечен вот этот вот момент, именно 20-21, да, вот это время тоже ранее отмечалось. И пошел рост. Это у нас Джаба, про которого упоминал Джоэль Кац Шварц. Так. То есть вот наш график с Атлантом. Еще раз говорю, предположение потом по ходу наверх Атлант давал нам на вот этих уровнях еще в субботу 20 мая в 11:15, да, и у нас пошел рост. Предположительно, так, из структуры, из самой рост максимальный это 27400. Так, в прошлом на графике у меня открытые лонг позиции есть. Закрывал шорт. Цена закрытия открывал 27431, да, закрыл 26879 и открытые лонг позиции снизу подбирал. Это дополнительные к моим еще другим старым сделкам. Так, здесь у нас в группу, что я скидывал, ребята по биткоину, да, кто там что бы ни говорил, придется вам как-то увидеть биткоин за 140 тысяч долларов, да, хотите вы этого или нет. Лонг позиции мои открытые. Часть выбила, когда у нас тут вниз, когда вот этот момент был, да, вот здесь вот нас выбивали, у меня часть позиции выбивала, я перезаходил. Вот. Приходите ко мне в телеграм-канал и в твиттер, да, ссылки внизу в описании. Больше информации сейчас скидываем в твиттер, и с твиттера уже делаем пересылаю в Битатлант. Ну, конечно, также и... В общем, находитесь и там, и в телеграм-канале, и в твиттере, потому что иногда под рукой ближе твиттер, да, туда скидываю информацию, под рукой ближе телеграм-канал, туда скидываю информацию. Два хороших информационных новостных портала, поэтому приучайтесь. Искусственный интеллект создал красивые клипы, создает. Вообще сейчас очень сильно очень сильный инновационный рынок, инновации, да, все вперед очень сильно просто двинулись. Всякие GPT, Midjourney и различные другие сервисы. А также благодаря этим моментам, да, благодаря искусственному интеллекту сейчас очень сильно будет развиваться другие виды технологий. Скоро на улицу выйдем, просто будем ее, не узнаем. Такое. Просто это же все будет еще применяться к различным видам и зданиям, и автомобилестроению там.
много всего будет изменяться. Компьютерные игры. Посмотрите, что сейчас вырисовывает, да? Тут человеку, если кропотливо работать над каким-то созданием какого-то персонажа, уходят несколько недель, а то и месяцев, то GPT или кто там Midjourney создает это буквально в секунды. Так, в закрытую группу скидывали такие моменты. Какие у меня были предположения, да, перед тем, как мы... Так, сейчас найду лучше время, чтобы не терять. Так, во-первых, сразу по Crypto, да, опять же у него 20-й год, 23-й год. Вот смотрите, у нас сейчас действительно, да, здесь я с ним соглашаюсь. По технике красивая чаша, и здесь вырисовывается ручка, из которой выход, да. Когда мы пойдем обратно вот к вот этой зоне, тогда можно будет забирать лонг. Но сейчас у нас здесь опасность очень большая уйти вниз и сделать двойное дно. Есть такой вариант. Либо либо ручку сделать, уйти прям к середине, вот сюда, вот к вот этой зоне. Такое тоже могут сделать. Поэтому мы этот момент еще на понедельник посмотрим, как поступить в понедельник. Перед тем, как у нас цена ушла в боковик, да, у нас были... Кстати, Binance, да, скинули вот такую тоже картину интересную с мандаринками, с апельсинами, да, 16, 16, 32. Если все эти моменты сложить, у нас выходит цифра 8. В середине ровно 12. Уже посмотрим, к чему это приведет. И здесь, когда у нас цена в боковик пошла, я тоже скидывал, что, ребята, обратите на это внимание. И за руку у нас будут вытягивать в оконцовке. Могут вытянуть. И вот такая структура была в закрытой группе перед вот этим началом этого роста, еще до Атланта, то есть просчитанные предположения, как может пойти цена, да, то есть у нас первая часть и вторая часть, нам нужно прийти обратно к нашему накоплению с нижней части, снизу его протестировать. Здесь стоит подъем, плюс психологические уровни объема, да, нас здесь тянет как магнитом. И именно вот он этот момент. То есть у нас было заранее стоял здесь точка, где будет предположение, где будет вливание денежных масс. И куда может пойти цена. При пробое вот этого уровня, это психологическая тоже сильная отметка 27200, выше лонг приоритет, ниже шорт приоритет, именно здесь. И у нас пошло пробитие в окно повышенной волатильности, пока все идет по плану, пока идем вот в эту область, смотрим на график, да. То есть у нас все четко, выбили раз, накопление выбили 2. Но, опять же, все четко до определенного момента. Но, смотрите, вот мы пришли. Первый блок, второй и третий. И вот сейчас цена, да, она пришла к третьему блоку. Что будет дальше, только время покажет. Но по-хорошему мы должны прям сюда подняться, еще здесь проторговать. Что большинство трейдеров увидел вот этот V-разворот. Причем это у нас матрешка такая, опять же, интересная. У нас V-разворот плюс большая структура V-образного разворота. У меня сейчас на данный момент есть открытые лонг-позиции. И есть уровни, да, куда я предполагаю дальнейший поход цены. Но буду сейчас рассматривать, как будет заканчиваться воскресенье. Обычно я в выходные дни не торгую. Но здесь такая структура, которую не хотелось бы этого упустить, эту возможность. И у нас
Так, где у нас воскресенье заканчивается? Вот здесь, да, получается. Вот где-то вот в этой области буду смотреть, где будет цена, на каком уровне, что будет здесь вырисовывать. И по Атланту накопление, если он будет показывать шорт-позиции, выход в шорт, то, скорее всего, буду подбирать шорт, потому как есть есть предположение, что мы с понедельника, вторник, возможно, увидим очень мощный рывок вниз. Посмотрим, конечно. То же самое все могут сделать, только наверх отыграть. Поэтому обязательно, ребят, пользуйтесь стоп-приказами. Это не финансовый совет. Мы здесь не раздаем ни дом советов, да, никаких. В общем, читайте дисклеймер. У нас есть закрытая группа, но эта группа не... Как они называются, господи? Не сигналы, не призыв к действиям. То есть каждый работает, смотрит на график, да, что видит, и от этого отталкивается. И единственное, что показываю, как я поступаю, да, какие делаю предположения. И у нас каждый из ребят, кто какие делает предположения, тот это и показывает. Кстати, Пеппи тоже Джаба. Обратите внимание. Такой момент. В Твиттер скидывал еще вот такой момент предположения. Вот что, почему я боюсь понедельник, вторник, да, вот ближайшие дни. Есть вариация сброса вниз, но если вниз 17 тысяч долларов, если у нас там не будет этот момент удерживаться, у нас могут это все дело так сильно вниз продавить, что мы можем опять пойти к нижней грани. И, в общем, такая вероятность еще существует. Еще нас полностью сказать, что... Вспомните 48 тысяч. Вот как все на 48 тысячах тоже, да, все, мы сейчас на 200, на 300, вот это было вот здесь. Помните, я тоже говорил, смотрите, у нас V-образный разворот, матрешка, да, один в большой, и в большой этот переходит. Ну и у нас здесь то же самое могут вырисовывать. Только единственное, что вот разворот. Да и вот здесь тоже видно вот это место, посмотрите, тоже V-образный раз, да, и он потом шел, попытки были, что как в параболу выйти, ну и в концовке эту параболу утоптали обратно. Вот. В общем, посмотрим. Так, и что мы дальше видим? Так, по биткоину, да, смотрите на цифры. 8 миллиардов человек на Земле, 62,5 миллионера и всего лишь 21 миллион биткоинов. А каждый миллионер хотел бы себе биткоин. Как вы думаете, какая его цена честная будет? Сейчас, конечно, пока у него идет восстановление, я смотрел, у него честная цена биткоина это примерно 16 тысяч, 15 тысяч сейчас. Вообще-то, честно, вот прям по трендовым, если смотреть, его сейчас цена где-то 8 тысяч, его подъем, это 8 тысяч. Но с форсированиями событий плюс халвинг, конечно, у него цена в районе 22 тысяч должна быть, 26. Вот. Кац скидывал вчера вот такую историю. Натали, кстати, сделала упор на пятницу 13, а если смотреть по графику из прошлого, пятница 13, это у нас январь был, а в январе пятница 13 была вот эта свеча, пятница 13, это у нас ровно 6,87%, подъем с 18 700 на 20 тысяч, это 1300 долларов, грубо говоря. 1300 долларов.
И здесь у нас на графике, это у нас где-то вот в этой точке происходило. То есть в данный момент у нас сколько? $318, да? 1285. Ну вот. Сейчас у нас 300 тысяча. $300. Вот. Можем, в общем, вот в эти области уйти. Можем. Это предположение. Это не то, что мы прямо сейчас возьмем и отсюда вырастим. Но опять же говорю, я смотрю, как вырабатывать себя воскресенье. Куда они зайдут, где зацепятся. К уровню, к нашему 78% мы пришли, пока оттолкнулись. Если это у нас 78% и пойдет сейчас стройка, то далее у нас поход вниз на высоту этого строения. Прям с вот этих уровней какая-то еще торговка, не перебивая их. Не перебивая их, то следующий ход это 26-129. Но пока вижу, что идем наверх. Ну, объемов тоже, видите, да, объемов особо нет. МС у нас в перекупленности. То есть сейчас вот этой расторговки и какая-то структура здесь соберется. Желательно, чтобы нас еще кверху подтягивали, чтобы МС в перекупленность ушла. Чтобы получились вот такие моменты. Вот так. Вчера здесь брал шорт-позицию, вот в этой точке открывал. Вот у нас свечка доджи. Открывал шорт-позицию, цена ушла вниз. Перевел стоп в безубыток, потому как было предположение, что в этом же окне повышенной волатильности нас могут сильно вниз продавить. Ну и стояла отметка, где можем получить отбой. Да, и у нас так получилось, что именно в этой точке, вот здесь, было переключение свечек, высчитано, ну, момент высчитан, я считаю, идеально. 6,989 на графике это было показано тоже. Ребята, кто с нами торгует, кто со мной на графике Атланта, тот видит все изменения с графиком, могут к себе переносить, смотреть, изучать, пользоваться. Плюс в закрытой группе я часто комментирую, что происходит, да, что я делаю. Взял лонг, шорт, куда иду, что предполагаю. И различные дополнительные информационные моменты из новостных разных порталов, да, там как Twitter, Telegram и в целом интернет. Также по Катсу, то, что вот он показывал, да, там пятница 13, какой был рост, такое возможно 6,8% может быть слив вниз, но опять же у нас сейчас выше забили, вот нужно с верхних точек смотреть вот этот размер, эту высоту, но 25-300, то есть когда он выпустил твит и сделал замер и поставил себе точку на 25-300, посмотрим, если туда придет, ну это будет прям такой вариант возможен. НН по твоей структуре, еще раз говорю, маркетмейкер, это не маркетмейкер, это ТММ крипто, который тоже загоняет сейчас толпу в лонг, очень многих загоняет в лонг. Я не думаю, что их накормят сейчас. В данный момент очень красиво все подходит к верхней грани. Конечно, если мы пройдем наверх, закрепимся, то лонгу быть. Но если все так и будет дальше продолжаться, у нас как бы хаи, видите, да, понижаются. То есть мы ниже. Идет сжатие. И в целом у нас структура, перелив на дневку посмотрите, на час посмотрите, что я ожидаю с воскресенья
сильный пролив вниз. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу, с понедельника, да, подписываемся ко мне везде. Торгую на бирже BinX через терминал TradingView.